Друзья, вы думали, что с победой Тадея Погачара Тур де Франс закончился? Как бы не так. Совсем недавно на дорогах Франции развернулась битва, в которой технологий, драмы и безумного дизайна порой даже больше, чем в мужских гонках. Как вам гоночный байк с губкой Бобом? Ну или громкий скандал из-за... как бы это помягче сказать, скрытых анатомических элементов экипировки, которые якобы дают аэродинамическое преимущество. Сегодня мы заглянем в боксы механиков Tour de France FAM 2026 и разберем самые горячие тренды и секретные технологические приемы, на которые идут лучшие гонщицы планеты. И поверьте, здесь есть чему поучиться даже самым отчаянным велофетишистам. Многие привыкли, что туры – это 3 недели в июле, но не менее важная гонка начинается после того, как мужики финишируют в Париже. Женская многодневка Tour de France FAM – это не какая-то там младшая сестра мужской гонки, а самостоятельное и невероятно престижное событие, просто среди женщин. В этом году гонка состояла из 9 этапов, а проходила с 1 по 9 августа и включала в себя эпические этапы в Швейцарии, а также легендарный подъем Ман-Ванту. Кстати, любителям тренировок на станке точная копия этого подъема Ман-Ванту есть в Zwift. И, друзья, вы можете попробовать себя на этом подъеме. Называется он, по-моему, там Вен-Топ. У меня, кстати, была попытка недавно, но, к сожалению, я сейчас не в самой лучшей форме, поэтому где-то на отметке 1100 метров я решил отложить это на следующий раз. В пелотоне ехала 21 команда, 14 из мирового тура и 7 команд, которые получили специальные приглашения, так называемые wild-карточки. Wild-карт в велоспорте – это специальное приглашение на гонку для команд, которые не проходят ее автоматически по своему спортивному рейтингу. Обычно эти пропуска отдают перспективным местным командам, ну или ярким молодым коллективам, чтобы добавить гонки зрелищности и интриги. И если у мужчин все часто выглядит довольно консервативно, то женский тур – это настоящий фестиваль кастомного стиля, ну и мелких твиков, где каждый бренд старается выделиться из толпы. Ну, конечно же, самый обсуждаемый дизайн этого тура – коллаборация бренда Factor и студии XX-Ray. Команды Human Powered Health и Maptid Enterprise выкатили аэробайки Factor One, полностью раскрашенные в стиле губки Боба. Причем в пелотоне ехали сразу 2 версии – желтая с губкой Бобом, ну и розовая с Патриком Старом. Раскрашено было абсолютно все, от рамы до компьютеров в аху. Это определенно самый безумный и веселый байк, который когда-либо видела большая петля. Не отстает в эстетике и команда Lidl Trek. Они выступили на байках Madon с уникальной графикой в честь 50-летия бренда. Каждый квадратик на раме символизирует события из истории компании. Например, там есть портрет сооснователя Дика Берка и даже изображение банана, посвященного программе здоровья сотрудников 2004 года. Настоящий музей на колесах. Так, а что у нас тут следующее? Как бы это так сказать деликатно? Аэродинамические обтекатели. Перед 4-м этапом, а это была гонка с раздельным стартом, в пелотоне разгорелся настоящий скандал. Несколько профессиональных команд обратили внимание, что силуэты некоторых гонщиц на фотографиях странно меняются. Их заподозрили с читерством с размером груди. Ну, то есть искусственном увеличении бюста с помощью специальных накладок, валиков в спортивных топах. Было подозрение, что команды начали использовать специальные мягкие вставки, чтобы улучшить аэродинамику грудной клетки. В новостях этот скандал даже получил мемное название – «Брагейт». Соперницы потребовали от UCI вмешаться, утверждая, что это нарушает правила о запрете неструктурных элементов для улучшения аэродинамики. И интересно, что согласно статье 1.3.032 регламента UCI, гонщикам запрещено использовать элементы одежды, которые искусственно меняют форму тела гонщика для улучшения аэродинамики. Судейская коллегия даже выпустила экстренное предупреждение и ввела дополнительный жесткий контроль одежды. Всех гонщиц обязали являться на проверку экипировки строго за 10 минут до старта. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И, кстати, я уже делал шорт на эту тему, и там был очень интересный комментарий от подписчика. Он написал, что если гонщицам запретить вставлять проставочки в бра, то они начнут вставлять импланты.
Что интересно, на гонке такого уровня мы уже видим два китайских бренда велосипедов. Это XDS и Winspace. Команда Laboral Кушта ехала на X-Lab AD9 от XDS, а Майен Монбана на Winspace SLC 5.0. На самом деле это очень важный сигнал для рынка. Китайские производители больше не просто заводы с доступным железом, а полноценные игроки высшей лиги. Тут, конечно, все фанаты дешевых китайских реплик начнут ликовать. Но, друзья, подождите. Важно понять, что эти китайские бренды уже ничего общего с дешевым ноунеймом, которым так восхищаются многие любители, не имеют. Их ценник уже практически полностью сравнялся с брендами, которые у всех на слуху. Как только компания начинает вкладывать миллионы в исследования, разработку и профессиональный маркетинг, цены моментально взлетают. Ну, вместе с качеством, я надеюсь. И, кстати, еще про китайцев. Знаменитая Полин Ферран-Приво из команды Visma Lease Bike использует сверхлегкие оси от китайского бренда Overfast. И все ради экономии в несколько граммов. Оси вроде и китайские, но очень дорогие. И, друзья, если они используются на гонках такого уровня, то явно крутые по качеству. Мы привыкли, что профи едут только на топовых трансмиссиях, но на этом туре сразу две команды использовали группу Shimano Ultegra вместо Dura-Ace. Механики команд утверждают, что по работе эти группы абсолютно идентичны, разница лишь в несколько сотен граммов веса. Но если честно, то для wildcard команд с очень ограниченным бюджетом это вполне разумный компромисс. И, кстати, на фоне доминирования SRAM и Shimano команда Cofidis остается верна Campagnola. Интересно, что в мировом туре 2026 ни одна мужская и ни одна женская команда высшего дивизиона не используют Campagnola. Весь пелотон полностью поделен между гигантами Shimano и SRAM. Исключение как раз мы видим только на гранд-турах. Единственным оплотом итальянцев остается французская команда Cofidis, которую пригласили на женский тур по дикой карточке. Из-за падения в рейтингах команда Cofidis перешла в статус Pro Team, а это уже второй дивизион. Так что, друзья, кампы нынче не в моде. А еще внимательные фотографы заметили на байке Элеоноры Чиабокко из Picnic Post NL новые прототипы педалей Shimano Dura-Ace. По слухам, у них ниже стэк, то есть расстояние от оси до подошвы, что считается более эффективным для передачи мощности. Правда, друзья, если вы случайно увидите новые прототипы педалей Shimano Dura-Ace, то вряд ли отличите их от текущей коллекции, потому что Shimano очень консервативны в дизайне. А вот еще несколько интересных фактов. В женском пелотоне редко встретишь какого-то жесткого спонсора по седлам. Физиология – вещь довольно тонкая, поэтому гонщицам часто разрешают использовать те седла, которые им подходят идеально, даже если на них наклеен логотип конкурента. Например, Барбара Малькотти ехала на байке Factor, а седло у нее было от Specialized. А вот механики из команды UAE Team Limmat отличились другим приемом. Они использовали отрезок обычной велокамеры, чтобы закрепить гоночный передатчик на вилке. Аэродинамика такого приема гораздо лучше и точно экономит парочку ватт мощности. А механики из Visma Lease Bike ставили маркерами белые точки на болтах крепления компьютера и руля. Казалось бы, а зачем? Тут все очень просто, друзья. Если точка сместилась, значит болт начал раскручиваться от вибрации. И это нужно для быстрого визуального чека безопасности, всего за 1 секунду. Слушайте, глядя на техпарк Tour de France Femmes 2026, понимаешь одну важную вещь. Женский велоспорт сегодня – это площадка для самых смелых инноваций, которая ничуть не уступает мужским гонкам. Здесь не боятся пробовать новые бренды, экспериментировать с аэродинамикой белья. И что самое важное и точно влияет на аэродинамику – раскрашивать байки в мультяшных героев. Эпоха, когда женские команды донашивали оборудование за мужскими, официально закончена. Сейчас это уже передовая линия технологий, где даже выбор осей, или способа крепления датчика может решить судьбу этапа. И если китайские бренды, и аэровставочки станут нормой через пару лет, помните, вы увидели это первыми на этом женском туре. Друзья, пишите в комментариях все, что думаете по этому поводу. И не забывайте про лайки и подписочки. Они, кстати, очень помогают развитию канала. А мы с вами увидимся в следующем ролике.